Приветствую всех на моем канале. Сегодня рассмотрим такую игру, по которой будут регулярно выходить видео. Наконец-то я ее нашел. Undawn. В принципе, это MMORPG в своей основе и типичная в этом плане, но ошеломительно прекрасно одновременно. И я очень доволен, что наконец-таки выпустили что-то подобное, а не просто под копирку все подряд, как обычно. Ролик начинается не так, как запланировано. Меня соклановец пригласил в команду, и в итоге девушка привел на свой участок. Ну, игрок-новичок, и очевидно пытался сделать слияние участков в один. Ну, как это пары делают обычно. А для этого нужно, чтобы тот, кто приглашает на основе своего слияния, был капитаном команды, привести на свой участок, но один пункт не выполнен. Там нужен определенный уровень дружбы. Вот зато, кстати, вы можете посмотреть, как выглядит участок в изначальной его форме. А нет, здесь еще какие-то доски обычно валяются. Вот материалы, ресурсы и, в принципе, все, что есть изначально. Я могу зайти? Могу. Пароль никто не поставил. Ну что ж, это все хорошо. Итак, что это за игра? Если вы занятой человек, например, очень, э, как я, потому она мне понравилась, вы можете в нее играть как вам удобно, когда вам удобно, не заморачиваясь абсолютно временными какими-нибудь рамками, лимитами или установками. Да, есть события, которые на определенное время рассчитаны, но, скажем так, если вы решите их пропустить, не будет такого, что вы вот резко вдруг вас отбросит в развитии назад, и вы очень сильно все потеряете. Нет, такого нет. То есть все события здесь очень раздроблены, так сказать. И потому, если вы что-либо пропускаете, оно не сильно ударяет по вашему прогрессу, в принципе. Если вы, получается, если вы занятой человек, допустим, играете без денежных вложений совсем, можете вечно находить себе здесь занятия, как на короткий период времени, так и на длинный. Но при этом она вас не обязывает играть по каким-либо заданным шаблонам. Абсолютная свобода действий, открытый мир при этом у игры, я забыл упомянуть, ну, думаю, это очевидно. Уже как тенденция такая у MMORPG более-менее новых, это уже не 2000-е годы, все-таки. К слову говоря, на графику не смотрите особо, я снизил качество почти на максимум, насколько возможно снизить, по той простой причине, что она очень сильно привязана к скорости интернет-соединения, даже больше, чем к требованиям относительно устройства. А так как связь у меня иногда бывает проседает, то пришлось снизить. Эм, Что следует упомянуть еще? В первую очередь, она кроссплатформенная, то есть доступна для игры и на ПК. В том числе имеются свои и плюсы, и минусы и там, и там. Я уже поиграл и заметил, что в принципе есть некоторые удобные моменты игры с ПК. Безусловно, это как бы графика и... Нет, откажемся. Графика и в целом, скажем так, управление, ну, попроще все же. Но управление специфическое, скажем так, если играть с компьютера. Эм, Касательно тех, кто ищет, скажем так, студенты, к примеру, да, там, или школьники, беспокоятся о том, что в игре недостаточно будет контента или нечем будет себя занять, есть чем себя занять. То есть эта игра подразумевает, что вы можете в нее
вообще не играть. Можете играть пару часов в неделю, а можете играть круглосуточно, здесь заняться есть чем. Это, она напоминает, знаете, как, если сравнивать, эм, старый Линкольн, если с техникой сравнивать. То есть вы садитесь в эту колымагу, и она как баржа здоровенная. Вы можете давить в педаль в пол, и она будет ехать хорошо, а можете просто не торопясь, расслабленно проводить время, и тоже все будет неплохо в целом. То есть гонка как таковая за какие-либо места не обязательно. Но те, кто пожелают погоняться, могут это для себя найти. Эм, Касательно... Интересно. Ночь на улице, кто-то скребется. Прям за спиной. Хм, забавно. Еще бы полнолуние к этому всему. Эм, так, на чем я остановился? Ага. Каса... Ты смотри. Мгм. А, секундочку подумаю. Безусловно, то, что привлекает, это графика. Если играть не вот так, как я сейчас снизил, а хотя бы на средних настройках, она замечательна здесь. Музыкальное сопровождение, насыщенность мира. А мало того, что это у нас MMORPG, действие происходит во время апокалипсиса, зомби-апокалипсиса, если точнее. И кто более-менее постарше помнит, как построены игры такого типа, скажем так, годов этак десятых или нулевых вообще. Толпа бездумная и вечно бесконечная. Это, в принципе, основная суть. Здесь все более деликатно, так продуманно. Мир специфичен. Имеются в то же время элементы выживания, как, в принципе, в любой игре на выживание. То есть там погода, природа, атмосфера, влияния всякие и тому подобное. По этому поводу вот у нас есть показатели для примера, дабы вам сразу наглядно более-менее продемонстрировать, скажем так. Вы видите слева экрана у меня зеленая полоса, это очки здоровья, синяя полоса это броня. Броня здесь работает по типу как энергетический щит. То есть не так, как броня, например, военная, да, там определенное количество урона выдерживает и все, лусь. А как энергетический щит, то есть она снижается, снижается, снижается полностью, блокируя урон, а потом уже начинает проходить урон по вам. Опять же отбежали, она понемногу восстановилась. Mass Effect напоминает, да? Ну, поняли, о чем я думаю. Далее под очками здоровья вы видите два параметра. Иконки маленькие, но думаю заметно. Плюсик это самочувствие и желудок. Желудок там слева. Желудок, я думаю, понятно. Это насыщение степень. А плюсик самочувствия это очень специфический и важный параметр. Почему? С ними любопытно взаимодействовать, скажем так. Если он падает до 0 у вас, начинаются у персонажа галлюцинации. Причем довольно серьезные такие галлюцинации. Если обобщить, это что-то психосоматики его. То есть не просто психическое здоровье, а психосоматическое. Потому как когда оно ухудшается, оно влияет же и на реальное физическое здоровье, то есть на вашу полосу, вот зеленую, которую вы видите. И плюс к этому, касательно с психической точки зрения, у вас начинаются галлюцинации. Восстановить их вы можете, ну, избавиться от них нельзя медикаментозно, то есть вы можете поднять самочувствие там таблетками, транквилизаторами или чем-нибудь еще, но галлюцинации, если начались, уже не пройдут. То есть, знаете, как такой в полукошмаре будет он бегать. Восстановить их можно лечь на кровать, поспать, ну, как нормальный человек, в безопасном месте, безусловно, не среди зомбарей. И тогда они пройдут. Но там же может во время сна запуститься дополнительный квест на прохождение, который я не прошел, потому что он довольно дикий, особенно если вы еще новичок.
но забавный. Итак, самочувствие, что его сбивает? Если вы находитесь ночью, да, здесь есть время суток, обратите внимание, возле мини-карты указано, вот, например, сейчас месяц и температура в градусах. Это тоже важно, потому как температура тоже влияет. Там, например, температура ниже упала, а вы одеты в какую-нибудь ветровочку или что-то такое, получите, распишитесь или простуду, или еще какое-либо заболевание. Время хорошо. Есть регионы, где наоборот температура сильно повышена, и там без спецснаряжения, безусловно, вы получите э, перегрев. Ну, я думаю, это все понятно. Это все влияет на самочувствие. Кроме того, если ночью вы находитесь независимо от всех погодных показателей вне безопасной зоны, безопасная зона это считается ваш участок, дом, зона клана и, собственно, аванпосты NPC, ну то есть города NPC. Если вы вне этой зоны ночью находитесь и при этом не возле костра, который вы разожгли, ваше самочувствие будет падать. Ну, помним, да? Это психосоматика, то есть все, что влияет так или иначе на вашу психику и прямо связано с физическим состоянием в том числе. То есть те же отравления всякие и тому подобные вещи тоже бьют по самочувствию и по здоровью одновременно. Вот так вот. Это, думаю, понятно. Самочувствие повышается тремя моментами. Первое это сон-кровать. Ну так, оно незначительно повышает, я бы сказал, более стабилизирует кровать-сон. Второе это по значимости повышения это еда. Есть еда, которая утоляет не только голод, но и здоровье повышает. Можно создавать по разным рецептам и самочувствие. Но там тоже, скажем так, средненько повышает. А в основном, так, дабы резко и мгновенно, это по сути таблетки. Парень хватает пачку таблеток, закидывается ими, и ему как бы немножечко легчает. По поводу питания, кстати, пора питаться. По поводу питания за этим нужно следить. Ух ты, а питаться-то нечем. Вот о чем я говорю. Видите, восстанавливает здоровье в секунду, голод в секунду и самочувствие. Ну, это оставим, значит, на боевку. Есть, которые приносят бонусы. Еда, я думаю, это все понятно. О еде попозже подробнее. На что влияет еда? На телосложение в том числе. Если мы говорим о параметрах, показателях в целом, вот у нас есть тело. Влево это к анорексии двигаемся, вправо к ожирению. То есть зеленая полоса это в норме организм. Физические тренировки, которые вы проводите специальные, снижают только, наперед забегая, скажу, снижают только если у вас начинается ожирение. Если вы двигаетесь в сторону похудания, ну, например, уже вылетели из зеленой зоны, скажем так, да, то физические тренировки вам абсолютно ничего не дадут. Навесят пару дебафов на вас, мол, там вам болят мышцы, болит тело, вы очень молодец, но фактически вас обратно не вернут, надо только объедаться. Далее идем. Интеллект. Это сон в основном. То есть поспали, интеллект восстановился. Думаю, понятно. Чистота. Это чистота тела и чистота одежды в том числе. Она влияет на параметры, думаю, видимо, видно, читайте, на зомби в основном. Но также иногда она влияет и на, скажем так, отношение некоторых NPC к вам, особенно в некоторых квестах. Такое уже встречалось. И нужда это как бы, что естественно, то не безобразно. Думаю, понятно сейчас будет. Это все на что влияет в конечном итоге? На вашу боеспособность. Потому как у вас в бою есть энергия, которую вы используете для подкатов, перекатов, бега и всего прочего. Есть сила, с которой вы рубите в рукопашном бою и тому подобные вещи. И все они зависят фактически от вашего состояния организма и одежды. Это что касается выживания, но в том же плане, что я считаю здесь плюсом и отличием от всех любых других выживалок, параметров, которые влияют на ваше выживание,
затронуто множество. То есть почти что все. У вас могут болезни быть, могут быть паразиты, любые погодные условия на вас влияют, температурные, день, ночь, психоэмоциональное состояние влияет, все влияет так или иначе. Но в то же время нет такого, что, как в некоторых выживалках, вы убили оленя, и вот чтобы один день вам не подохнуть с голоду, надо убить 2 оленя и их полностью сожрать. Здесь такого нет. Здесь, если вы оленя убили, в принципе, вам хватит им питаться на дня 3 игровых. Да, ну, как бы тоже от реальности чутка отходит, но, знаете, как убирает как раз в плане... Секунду. Отсутствует как раз в плане бесконечной гонки вот этот момент ради просто пропитаться и выжить. Гонка такая в игре отсутствует. То есть все в пределах разумного. Далее, что касательно, эм, скажем так, игроков. Так как это все-таки онлайн-игра, то так или иначе вы с ними сталкиваетесь, и это довольно-таки, ну, серьезный момент здесь, да. Игроки, как обычно, как и везде, в большинстве своем, они, ну, скажем так, нелицеприятные личности, вот так вот. Но плюс при этом здесь тот, что вам абсолютно не обязательно с ними взаимодействовать. То есть даже те события, которые являются групповыми и крупногрупповыми, там 8 и более человек, вам может быть абсолютно наплевать на то, с кем и куда вы идете. Команду подобрать вы себе сможете на такие события. В любом случае, не обязательно вам, если вы не желаете с кем-то там дружить, общаться, или если человек говно, но он единственный может вас провести, вот вокруг него виться хвостом, это все на ваш выбор. Компанию вы себе найдете в любом случае. Но в то же время, если вы очень компанейский человек или просто считаете это неотъемлемой частью такого типа игры, то активностей, позволяющих реализовать здесь командную игру, здесь масса. Вплоть до того, что можно создавать команды на постоянной основе, там для спецпрохождений и получения спецнаград и все такое тому подобное. То есть, повторюсь опять же, возможность есть, но она реализована так, что это делать не обязательно, и вы не так, чтобы сильно от этого пострадаете. Если вы желаете в PvP погнаться по типу арен, здесь есть несколько типов, тоже забегая наперед могу сказать, и я удивлен, что на некоторых из них людей, скажем так, маловато. По той простой причине, что, вероятно, они думают, это NPC-режим. На первый взгляд это так и кажется, там есть NPC. Но в то же время можно одновременно, грубо говоря, заниматься охотой на людей. То есть те, кто там, знаете как, любят время от времени поиграть в такого хищника, так сказать, да, могут зайти в этот режим и законно потягаться силами с кем-то другим. Не в типе как арена, а именно в типе как выживание арена. Вот так вот. Питомцы. Касательно питомцев, здесь, пожалуй, маловат набор. То есть то, что я пока видел, это кошки-собаки. Просто разных типов. Но интересные. Техника, структура, скины, донат. Донат в этой игре очень помогает развиться. Это факт. Например, насколько сильно средней руки вкладывающий человек деньги в игру, скажем так, меня на третий день игры здесь встретил и решил пойти в астральную башню. Ему там присоединилась к нему целая команда, но когда мы добрались к этажу где-то к 50-му, чтобы вы понимали, уже где-то на этаже 20-м на тот момент меня убивали, просто вот прикоснувшись, понимаете, ко мне. Просто прикосновением. Вот так вот. Где-то этажу к 60-му, когда мы добрались, все вышли с его команды, потому что когда ты умираешь, повреждается твое снаряжение. А потом его нужно либо ремонтировать, либо новое создавать, ну вот так вот.
И, ну, я остался, а чё мне? У меня снаряжение было такое бомжатское, в принципе, и щас не сильно лучше. И я пошел с ним дальше, и итог просто я висел для груза, как для наличия кого-то еще в команде. А он фактически в одно лицо зачищал всех боссов, мобов и всю эту штуку там где-то до 100-го этажа точно. То есть донат, насколько помогает, очень сильно, очень. Если вы поставите себя, не вкладывая деньги, рядом с тем, кто вкладывает деньги, это будет, ну, небо и земля, даже не так, подземный мир и небо где-то вот так вот. Но в то же время, опять же, если у вас нет цели э, конкретно соревноваться именно с такими игроками, то вы их, скорее всего, даже не увидите здесь. То есть они будут пробегать мимо вас, и вам будет абсолютно плевать на них, потому что они никак не влияют на вашу жизнь в игре и на вашу активность в игре, на то, чем вы занимаетесь. Это очень удобно, на мой взгляд. То же самое касается и кланов. Так, дальше. Займемся чем-нибудь. Готовкой, например, немного. Дальше, что стоит сказать? Многие жалуются в этой игре конкретно на то, что, как бы это сказать, есть, например, в игре транспорт, да, открытый мир, довольно большая карта, но игроки жалуются в итоге на то, что скучно и однообразно. Я одновременно с этим, пожалуй, поиграв и изучив подробно, почему так говорят, и согласен, и нет. Причина довольно проста. Разработчик предоставил, скажем так, людям все возможности для того, дабы максимально ускорить игру, да, то есть где возможно пропустить, где возможно телепортироваться, то есть вот эти вот все маленькие нюансики, дабы они не затормаживали тех, кто очень, знаете, как спешит. Просто по прямой линии добраться желает от точки А до точки Б за максимально короткое время. И игроки, которые ищут насыщенность игры, они вместо того, чтобы, например, ну, к примеру тогда, есть у вас транспорт в игре. Вместо того, чтобы регулярно там на транспорте, по пересеченке, там со своим друганом, пытаясь не впилиться по скалам в какого-нибудь медведя, потому что здесь таран снижает прочность вашей техники, и потом ее ремонтировать. Влетаете в какие-нибудь столбы или с места и в реку, и пытаетесь оттуда выбраться, а началась кровавая луна и все такое. Вместо вот этого всего, люди, которые ищут развлечения и веселуху, а не прохождение на скорость, они почему-то такие: о, смотрите, здесь стоит телепорт, пойду-ка я использую телепорт, а потом нажалуюсь, какая скучная игра. То есть вот так вот. Разработчик предоставил в каждом моменте игры методы, как ее пройти быстро. Но вопрос в том, простите меня за мат, нахрена? Это ММОшка, в которой вообще не сдалось кого-то где-то обязательно обогнать. Потому если у вас нет цели такой, что моя цель игры только кого-то обгонять, зачем спешить? Абсолютно незачем. Играйте себе на расслабоне. Не используйте всякие ускоряющие методы, да? То есть там пробежались пешочком вместо телепорта. Или просто реже используйте телепорт, когда там в одиночку, а с другом там по пересеченке, через мобов, до которых еще не доросли, пытаясь не подохнуть и все такое. Ну, это мой такой взгляд на вещи. Немножечко. Кто-то в лагере что-то говорит. Касательно... Чего там еще? Далее, пожалуй, расскажу для тех, кто пожелает в нее все же играть. Скажем так, важные начальные моменты, которые могут беспокоить новичков. Сейчас к ним перейдем. Итак, важные моменты, которые могут беспокоить новичков. Инвентарь. Ой-ой.
Голод и самочувствие. Нормально. Первый момент. Рюкзак. Рюкзак здесь тоже предусмотрен, скажем так, в сторону нереализма, но приятного момента все же несет парень намного больше, чем мог бы нести человек или даже чем подвез бы мотоцикл тот же. Посмотрите внимательно, обратите сейчас внимание, вот все, например, да, эм, вкладка «Общее», вы можете внизу наблюдать вместимость. Что это такое? Это не количество предметов, а количество стаков, которые влазят в рюкзак. То есть, если у вас, например, здесь ресурс 99 стак, он считается как один пункт. Понимаете, да? То есть, и далее это количество стаков, которые находятся у вас в рюкзаке. Точно так же и еда, вот, да, количество стаков. Только блюда здесь в основном по одному блюду в один слот. Ресурсы видите, да? Хоп, сортировать. Чик, на один меньше уже. Это не обработанные ресурсы. Смысл, я думаю, рюкзака понятен в этом плане. Далее, даже если вдруг, вот у меня вместимость уже 21. Даже если вдруг у вас так случится, что вас куда-то взяли в событие или проводят где-то, а у вас переполнился рюкзак, не пытайтесь делать как я, по знакомству с предыдущими играми, сбрасывать всякий менее ценный ресурс или хлам какой-нибудь еще, который желал переработать куда-нибудь да побыстрее, потому как это без надобности. Если что-то здесь в рюкзак не влазит, оно вам отправляется на почту. То есть так или иначе вы его получите, ничего страшного в этом все равно нет. Это момент первый. Момент второй. Следует ли спешить на старте? И следует ли вообще выбирать новый сервер? Напомню, что игра это по типу MMORPG все-таки. Потому, скажем так, срок выхода сервера здесь не так, чтобы сильно играет роль для вас. Более того, если вы не планируете вливать крупную сумму денег в игру, я бы вообще не рекомендовал выбирать сервер, который только вышел. Если вы планируете вливать крупную сумму денег в игру и ваша цель конкретно соревноваться на этом поприще с другими игроками за топ-1, топ-2, топ-3, топ-10, вот так вот, тогда да, безусловно, берите новый сервер и дерзайте. Во всех иных случаях это не имеет смысла, потому как тем, кто ниже топов, в процентном соотношении добавляются бонусы к прокачке, к развитию, к опыту и всему остальному. И более того, есть еще другой, менее очевидный вариант. Это то, что когда вы впереди на старте нового сервера развиваетесь, очень сильно вас тормозит крафт, и ресурсы вагонами уходят на крафт. Почему? Потому что для того, чтобы продвигаться дальше по развитию сюжета, вас просто некому, грубо говоря, подсобить. И вы обязаны там, например, менять комплекты вашей брони, оружия и всего такого каждый десяток уровней. Если сервер уже старый, то вы можете на этом сильно сэкономить. Например, менять комплекты брони и оружия каждые 30 уровней, что, согласитесь, в 3 раза меньше расходы. А потери у вас от этого абсолютно никакие, потому что вы как не были топ-3, потому что не планировали и не вкладывали крупные суммы денег, так и не будете. Ну, понимаете, я не в качестве оскорбления, а в качестве целей на игру, у кого какие. Вот так вот. Потому выбираете сервер в зависимости от изначальных своих целей. Кто пожелает, свой сервер я там укажу, потом как найти, если кто пожелает. Поможем, подскажем. Далее момент касательно новичков. По поводу того, насколько сильно стоит торопиться развиваться на старте. Я бы сказал так. Вот сюда заходим, вверху вы видите путь к выживанию, по-моему. Да. Вот у вас здесь бонусы 7 дней. Сегодня 5.
еще 9. В общем, в целом у вас где-то 2 недели получается, или 15 дней на их выполнение. Торопиться ли вам? Дня где-то до... Сейчас скажу. Дня до 5, по-моему. Да. Игра вам говорит, за 5 дней вы должны взять 35 уровень. Но фактически вы возьмете где-то уровень 50 дня за 2, ну может 3. И когда в принципе возьмете 50 уровень, можно уже дальше особо не торопиться. Это откроет вам достаточное количество активностей и функций игры для того, чтобы участвовать почти что всюду, почти. И при этом не торопиться. Вот так вот. Далее, что, скорее всего, будет важно знать новичкам, это, как я уже говорил, транспорт. Не пытайтесь транспортом сбивать всех мимо пробегающих зомби или животных, или еще что, если не учитываете этот момент. Транспорт здесь ломается от любых столкновений и тому подобных вещей. Он так или иначе понемногу повреждается. И если вы не готовы его ремонтировать, ремонт в принципе не так, чтобы дорогой, но просто будьте готовы. Если не готовы ремонтировать пока что, то старайтесь объезжать такие препятствия. Следующий момент. Команды. В команды могут часто приглашать, и очень часто... Белый амур. И очень часто это делают люди, которые не совсем понимают цель. Зачем они это делают? То есть, если вы не знаете человека и не понимаете конкретно, для чего ему это нужно, не принимайте приглашение в команду, пока не достигнете уровня где-то вот 30-го. Именно вот неизвестных вам лиц с неизвестными целями. Почему? Потому что по неопытности можете попасть в такой казус, когда вас заведут, скажем так, в опасный район, а вы еще не наловчились пользоваться телепортами или выбираться оттуда. Да, может показаться странно вам эта фраза на 2-й или 3-й день игры, но в первые 2 дня такое быть может. И будете ломать голову, как оттуда выбраться в более-менее безопасную зону. Следующий момент. Миссии и опыт. Опыт дают вам ежедневные миссии. Вы можете у меня видеть наверху кнопка расписания. Вот там миссии ежедневные, еженедельные и события. Ежедневные миссии приносят опыт до определенного лимита каждый день. Сейчас покажу. Вот у вас лимит, ежедневные миссии. Здесь же миссии, которые открываются в определенное время. Суть в чем? Наберите главное 100 очков, а опыт там уже на ваш взгляд, как он вам надо или не надо. Потому как вот эти сундуки довольно полезные за каждые 20 пунктов. Далее, что важно для новичков, безусловно следить за своим состоянием, особенно за самочувствием. Лучше закинуться лишний раз таблетками, чем потом страдать от галюнов. Далее, питомец. Это не так, чтобы прям шибко важный момент здесь, как маунты в других MMORPG. Потому он, скажем так, не к спеху. Да, как обычная второстепенная миссия. Если вас это интересует, тогда торопитесь получить. Если нет, можете спокойно отложить на день 4 или 5 и тогда заводить. Его нужно кормить регулярно, там проявлять к нему ласку, но это не тамагочи, и он не так быстро, скажем так, проходит насыщение. Они в этом плане здесь повыносливее. Кинул кость, можно неделю не кормить. Хотя они понемножечку приносят ресурсы, когда счастливы. Далее из важного для новичков чаты.
эм, чаты, которые вот внутри игры, они здесь в основном работают как рекламные объявления. Автоперевода в чате нет. По крайней мере, я пока все еще не нашел. Это сложность для тех, кто плохо знает другие языки, но в то же время в нем как бы такой надобности и нет. Нет, отклонить. Стоп, это что? Новый день начался? Ого! 4 утра. Рыбу упустил. Обалдеть. Я просто заметил, что навыки начали снова приносить плюс. Да, по поводу этого. Для новичков тоже полезно. Ежесуточный лимит на, скажем так, очки навыков здесь имеются, которые называются здесь роли. Профессии, грубо говоря. В чем суть? Выполняя такие штуки, как рыбалка, охота, создание оружия, сбор различных ресурсов и тому подобное, вам, кроме самих ресурсов, идут в счет очки. Как вы можете вот сейчас видеть, мастерство рыболов отдельно, и отдельно очки заказов идут. Вот эти очки заказов — это общие очки для всех ролей и родов занятий. И потом уровень занятия вы качаете как раз из общих этих очков. То есть выполняете разные активности, они в общую копилку собираются, и потом их распределяете по уровням на свое усмотрение. Вот так вот. Здесь. А не как в Скайриме. Далее, что важно знать новичку. Магазины в целом. Вы можете встретить их на карте. В первом же поселении, по-моему, если побегаете, значки на карте, играя с компьютера, кнопка М — это карта. Играя на телефоне, просто нажимаете на карту. С компьютера можно тоже перейти в режим не боевой и тоже просто нажимом на карту попасть на карту. Но точно так же здесь магазины доступны с любой точки мира, если у вас есть предмет с этого магазина. Сейчас покажу на примере. Потому не обязательно бегать и искать. Например, розы. Получить. Торговый пост. Что такое торговый пост? Торговый пост — это аукцион, где валюта золото, не серебро. Аукцион между игроками. Он чаще всего присутствует. Левый магазин — это системный магазин. И здесь вы видите, да, перешли, например, по семенам. Здесь же для вечеринок каких-то, стройматериалы. За валюту, парам-папам, как она у нас называется, очки участника. Но это не значит, что это единственное место покупки этих ресурсов. Есть и другие места. Если интересно, пример, как бы вам привести. Вот, например, камень, да? Получить, вам показано добыча, либо магазин припасов. И здесь уже тот же камень и часть ресурсов за серебро. И рецепты тоже за серебро. То есть суть, я думаю, ясна. Имеется у вас предмет какой-либо в инвентаре, хотя бы примерно из того магазина, что вам нужен. Прожимаете его и купить. И в принципе это можно получить. То, что еще важно для новичков, на что я лично не обратил внимания, рано или поздно у вас будет миссия на создание или покупку тяжелого оружия. И суть в том, что... Вот сейчас покажу. Видите, основной слот оружия. Может их до бесконечности у вас валяться в рюкзаке, вы можете их менять. И тяжелое оружие. Суть в чем? Суть в том, что для создания тяжелого оружия первого вам однозначно понадобится чертеж, которого у вас нет, который, чтобы купить, у вас золота поначалу не будет достаточно, и вы будете его копить, как благополучно копил я. Либо можно было купить оружие за то же золото на аукционе, естественно, созданное другими игроками. Либо я как-то вплотную не заметил магазин, который стоит прямо по центру площади в первом же городе.
продает зелененькое, плохенькое, но все-таки тяжелое оружие уже готовое и за серебро. При этом низкого уровня, но для выполнения миссии этого будет достаточно. Ну, это если кому-то лень ждать, опять же. Что по времени? Хорошо. Далее, что касается важных моментов для новичков. Сейчас подумаем. Ну, по настройкам полазить, я думаю, это очевидно. Настроите управление для себя, звук под себя, графику под себя. Это, я думаю, все понятно. Теперь по ролям, которые я упоминал. Наглядно. Вот этот пункт. Видите, да? Значит, мастерство добычи ресурсов, очки вверху, видите, 561. Они распределяются на любые роли по вашему желанию. Но такие фишки, как повар, рыболов, министрель, мусорщик и, по-моему, разбойник тоже, они качаются не только за вклад в них очки, а и сами по себе. По типу, как в Скайриме, вы продолжаете их использовать, и они уровень качается. Собственно, потому они у меня выше, чем все остальные. Хотя в эти все остальные я вкладывал очки. Далее, навыки. Это важный момент для новичков. Итак, навыки броска. Вам понадобится 4 штуки, чтобы сдать в определенный момент квест. То есть изученных 4. Не обязательно им повышать уровень, так как это сделал я. Это в основном бросок, это гранаты. Они у вас идут под одну кнопку. Вы просто меняете, какие именно гранаты у вас будут под кнопкой. Или, ну, поняли суть. Устройство тоже только одно одновременно может быть. Потому ожидаете нужное вам. Вот, например, как мина. Уровень таланта. Можете заметить вверху уровень таланта у меня 15. Требуется 20. По уровню персонажа я могу уже открыть, по уровню таланта еще нет. Не обязательно вкладывать очки в эту вкладку, во что-либо, если оно вам без надобности. Вы можете пропустить. Не обязательно их все открывать. Четко сразу хоть финальный навык выбрать. Главное, чтобы пройти требования. А уровень таланта общий для всех троих. Бросок, устройство и пассивка. Пассивки у вас работать будут по-любому. Потому если в броске или устройстве нет доступной для открытия из тех, которые вы желаете выбрать, просто вкладывайтесь в пассивки по количеству очков, и потом они откроются, их возьмете сразу. Это тоже пассивки. Качаются они у нас за вклад в лагерь. Лагерь это клан. То есть вы вкладываетесь в клан, получаете эту валюту и вкладываетесь в эти пассивки валютой. Вот так вот. Это, пожалуй, то, что важно понимать. И это еще одна причина, почему желательно как можно скорее вступить в лагерь. Потому как, ну, естественно, не в абы какой. Более-менее, чтобы хотя бы понимали, куда и зачем идете активный. Потому как здесь есть и лагерные события, и опять же очки регулярно будут капать. Это что по навыкам. Гардероб. Есть одежда, которую вы носите, экипировка. А есть гардероб. Гардероб это то, как видят вас другие игроки. То есть одета на мне, например, вот такая шляпа. Там видно вот белые кроссовочки, да, красные перчатки. Как видят меня другие игроки, смотрим здесь. Никаких кроссовочек, да, кедов точнее. И никаких красных перчаток. То есть гардероб это то, что внешний вид, одето может быть другое при этом. Далее идем пропуск. Пропуск это боевой пропуск. Самый обычный, самый типичный. Участок это ваше имение. Позже их будет два. Одно располагаться будет в клановых землях, другое на территории мира. Основное то, что в клановых землях. Если кратко. Попозже, в следующих видео я вернусь к этому.
Карьера, тоже если кратко, это зависит от вашего тяжелого оружия. Ее можно будет менять в процессе, если что, без особой потери чего-либо. Всего у нас получается 5 типов карьерного роста. Артиллерист. По навыкам, я думаю, понятно. Ну, странно, что его перевели как артиллерист, потому как по факту это что-то типа штурмовик. Strike Force, думаю, понимаете, кто понимает английский, да? Вооружен он гатлинг лазером. Ой, гатлинг лазером, Fallout, боже мой, в голове висит. Пулеметом он вооружен, по типу минигана. И его спецнавык можете здесь же, например, посмотреть, мол, ускорение движения и все дела. Второй это у нас спец по взрывчатке. Ну, фактически это гранатометчик, да, то есть ракетницы, гранатометы и все дела такие. И тяжелое оружие у него соответствующее, думаю, это понятно. Медик, его тяжелое оружие не наносит урон. У него есть показатель урона, но фактически показатель урона отвечает за показатель лечения. Опять же, насколько я помню, не наносит урон, потому как сам я за медика не играл никогда. Может и наносит. Если стреляет по союзнику, то на такой параметр его лечит. Снайпер. Это больше для тех, кто умеет быстро ориентироваться на местности и играть тактически. Потому как в лобовую это, не о снайпере, а тактически очень мощный перс. Вплоть до игнора брони, щитов и тому подобного, колоссальный урон. И танк. Типичнейший танк, который всех агрессирует на себя. Он точно так же вооружен пулеметом, как и штурмовик, насколько я помню. Просто пулемет другого типа с защитным щитом, и плюс, кроме этого, у него свои щиты еще различные имеются, и усиление как раз таки на защиту, сопротивление и все тому подобное. Это, думаю, понятно. Подробнее потом как-нибудь расскажу, что к чему. Дрон это дрон. Так. Вот здесь у вас будет гореть красная точка, вороны. Испытания. Испытания крепости. Это 3 разных сложности, одни и те же крепости. Где вы можете их найти? Вы можете в них входить либо через это меню. Они вам изначально предлагают как командный режим, межсерверный режим, но это абсолютно не обязательно. Вы можете в них играть и в одиночку. То есть, если желаете опробовать свои силы или просто не с кем пойти, они все находятся на карте местности. То есть не обязательно через это меню, просто путешествуете, натыкаетесь на какую-либо базу, данж или лабораторию, и значит это одно из этих мест. С этим тоже, думаю, понятно. Забегая наперед, касательно министрелей, попрошаек, да, здесь тоже такие профессии и есть. Касательно клана, который называется здесь как лагерь. Их множество. События клановые для каждого свои. Но если вы вдруг уже в него вступили, да, и желаете более-менее развиваться, есть такое событие, как вечеринка у костра. Видите время, здесь вам будет указано, скорее всего, ваше, когда оно проходит. Почему я пожелал его упомянуть? Потому как часто бывает такое, что, скажем так, люди, которые понимают, что в этом событии делать, хотя оно на первый взгляд не очень сложное, примерно их в 3 раза меньше, чем общее число людей, входящих в это событие. Значит, смотрите, описываю по пунктам, пока просто текстово, как-нибудь сниму уже подробно, но просто для ориентирования, запоминайте. Вы вошли в событие. Первое, что нужно будет, это зажечь костер. Зажигает костер не один человек.
Вам там будут рассказывать NPC, всякие сказки, игнорируйте. Зажигает костер не один человек, а весь клан. Для этого нужно к костру наносить дрова. Они валяются там же, недалеко от костра. Просто суть этого этапа, просто берете дровишки и в костер носите. Каждый игрок может принести определенное количество дров. По-моему, 3 охапки максимум. Вот так вот. Перманентно, в зависимости от участвующих людей, вам капает там, по-моему, каждые 10 секунд серебро в карман во время всего события, от начала и до конца. Это само собой. Дрова переносили, а костер по-любому зажжется спустя 3 минуты. Зажжется костер, вас поприветствуют. Следующее событие, вам нужно бежать на Блиц. Это что-то типа мини-викторины из 5 случайных вопросов. По игре, по клану, по сокланам и все такое. Тоже там за это дают определенные награды. Викторина там, где толпа у доктора на ступеньках. Смотрите, потому что многие на этом этапе, вот как раз половина вот шлеп и теряются, не знают, куда бежать и что делать. После этого этапа танцы, клановые танцы, это очень важный пункт, потому что, когда у вас много участников, танцы проходят в 3 этапа попарно. Вам распределяет система автоматически партнера, и либо вы, либо ваш партнер, укажет система, должен пригласить другого на танец. Вот прям как леди на балах, понимаете? Если это вы, нажимаете кнопку «Пригласить», приглашаете, и потом автоматически бежите на танцпол, опять же нажимая кнопочку. Там танцуете, потом следующий этап, следующий этап, следующий. И в конце концов, тот, у кого более-менее очков накапало, тот еще плюс получает призы. После танцев, когда 3-й этап танца закончится, вы останетесь на танцполе. Там 3 площадки танцпола. Останетесь на танцполе танцевать. Для того, чтобы перейти в следующее событие, нужно вручную выйти с площадки. Просто в сторону на песочек, на пляж. И бегите к столу бухать. Да, в прямом смысле. До самого конца вечеринки все занимаются тем, что просто уже переписываются в чате клана и все вместе за столом как бы выпивают, немножко как бы пьянее, и все в таком духе. Вот в принципе и все событие. То есть просто наблюдательность. Для старта этого, пожалуй, пока достаточно. Я думаю, более подробно по каждой менюшке, по каждому событию, по каждому из нюансов будут видеоролики обязательно. Потому что игра прекрасная, и я в ней останусь надолго. Те, кто на нее жалуются, они либо несколько причин. Первое, либо слишком торопятся играть, а здесь это абсолютно не требуется. Это для расслабленного времяпрепровождения. Либо у них плохая интернет-связь, либо устройство слабовато. Это, к сожалению, да, возможно, потому как она достаточно требовательна либо к одному, либо ко второму пункту. Либо плохая оптимизация конкретно под устройство человека. Но вспоминаем, что это проект кроссплатформенный. То есть, если у вас не идет на телефон, вот как у меня бывали проблемы, вот у жены на телефоне нормально все работает, а вот у меня бывает просто не пускает в игру и все. Открываете ее на персональном компьютере, и там все отлично работает. Все просто. Либо еще один пункт, они в ней просто не разобрались. Потому что здесь нюансов, активностей и интересных моментов намного больше, чем может показаться на первый взгляд. Всех благодарю за внимание. Спасибо, что дослушали. Подписывайтесь, ставьте лайки, если желаете продолжения. До новых встреч!
Как и обещал, сервер свой и клан вы, в принципе, уже видели. Сервер выложу, если кому интересно.